Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня шью по спецзаказу. Котики правят миром. Помните советский мультфильм с замечательной песенкой «Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей». А мы сегодня шьем домик, лежанку для кота. Котик самый простой, дворовый, дворянских кровей. Все лето жил в подъезде, а как наступили холода, дочь взяла его к себе. Естественно, сходили к ветеринару, потом в кошачью парикмахерскую. Красавчик! Требования к лежанке простые, чтобы коту было удобно лежать, а нам легко ухаживать, стирать и убирать мусор. В качестве основной ткани будем использовать замечательную плотную бязь с рисунком под лоскутное шитье. Из нее выкроем полосу шириной 35 сантиметров, а длиной чуть больше 1,5 метра. Естественно, если нет такой большой, то можно собрать и из кусочков ткани. Сошьем концы вместе, потом сложим вдоль пополам, чтобы получилось большое плоское кольцо. Это будет бортик нашей лежанки. В смысле не нашей, а нашей кошачьей. Простыми прямыми строчками разделим этот бортик на равные части. У меня расстояние между разделительными швами получилось примерно по 12 сантиметров. При этом можно сделать одну строчку, потом найти середину противоположной стороны, прошить ее. Затем также разделить и все оставшиеся стороны. Для набивки используем холофайбер. Не обязательно брать новый. Можно использовать и внутренности старых курток, и обрезки синтепона, и набивку от старых подушек. Все подушечки набиваем плотно, но вверху оставляем свободными 3-4 сантиметра для того, чтобы можно было потом зашить на швейной машинке. Прошиваем, зашиваем просто. Срезы тканей открытые. Наполнитель отодвигаем и прижимаем рукой, чтобы он не мешал и не лез под иглу. Как у наших у ворот стоит девок хоровод. Все хорошо, но надо сделать дно. У меня есть прекрасная, очень плотная и крепкая ткань диагональ. Она как брезент, только темно-синего цвета. Так, вспоминаем геометрию. Какого размера должно быть дно? У меня окружность равна 1 метру 65 сантиметров. Вы помните формулу, как окружность вычисляется? 2πr. То есть получается, что при окружности 1 метр 65 сантиметров радиус будет примерно 26 сантиметров. Вот мы и вырезали круг диаметром 52 сантиметра. Сложим его и наметим середины противоположных сторон. А дальше все просто. Иголочками фиксируем противоположные стороны, потом 2 другие стороны. Далее равномерно распределяем ткани. Все у нас получилось просто замечательно, замурчательно. Все точно и ровно сошлось. Теперь прошьем это соединение на швейной машинке. А затем можно еще обработать эти открытые срезы, пройтись зигзагом или прошить на оверлоке. У меня это оверлок Triumphator 1800X от компании Effective. И остается самое простое. Мы просто выворачиваем нашу готовую лежанку, чтобы все швы
оказались внутри. Но, естественно, нужна еще и мягкая, уютная подушечка, чтобы котику было удобно, тепло и мягко спать. У меня остался небольшой кусок флиса, он как раз сюда подойдет. Вы помните, что диаметр дна у нас был 52 сантиметра. Такого же размера вырежем детали из флиса, сошьем их по окружности, оставив отверстие для выворачивания. Вывернем нашу круглую подушечку, набьем ее холофайбером. Нам надо, чтобы подушечка была плоской и наполнитель не сбивался комками. Сделаем небольшую стежку. Возьмем небольшой кусочек флиса, закрепим в нем нитку. Потом проколем насквозь нашу подушечку. На другой стороне подхватим другой кусочек флиса. Вернемся обратно. Стянем эти две точки. Такой вид стежки называется каретный. В нашей подушечке достаточно будет 5 таких стяжек. Остается только вставить внутрь готовой лежанки мягкую флисовую подушку. Сами видите, как хорошо и плотно она вошла. Ее края фиксируются бортиками. В случае необходимости эту лежанку легко разобрать и постирать. Знаете, одно время мой кот очень любил спать у меня на голове. И моя мама так мило объяснила, что коты всегда ложатся спать на больное место. Да, и, конечно, первая примерка. Наш замечательный валеный котик. В смысле не потому, что он валяется, а потому, что он свален из шерсти умелыми руками мастериц из города Чайковский. Вай, какой красивая лежанка! Сам бы жил. Мягкая, уютная. Правда, соседская кошка, которую позвали протестировать, что-то не оценила. Тест-драйв не захотела проходить. Да, напрасно мы решили прокатить кота в машине. Кот кататься не привык, опрокинул грузовик. Надо же, стихи из детства вспомнились. Кто медведям лапы рвет, зайчиков под дождь сует. Танин мячик бросил в речку, выломал бычку дощечку. Каждый знает, это кто? Это Агния Барто. Ну ничего, мы заставим кота родину любить. Тем более, что мне намекнули, что у кота должно быть не одно спальное место, а несколько. Ну что поделать, котики правят миром. При наличии кошки в доме не всегда понятно, кто кому хозяин. Их план захватить мир разрабатывался еще с незапамятных времен. Так что, похоже, коты пробрались все-таки и на мой канал. Хотя у меня аллергия и никаких домашних животных у меня нет. В описании под видео вы найдете ссылки на мои группы на Одноклассниках, ВКонтакте и на Дзен. Там вы можете показать свои работы, спросить совета, поделиться опытом. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!